Приветствую на канале dachaclubmd.ru. Бренд Maxus добавил в модельный ряд новинку – семейный минивэн G50, который отличается не только достойной комплектацией и неплохим внешним видом, но и весьма привлекательной ценой. Новая модель G50 получила привлекательный и современный внешний облик с брутальным передком, отличающимся своей массивностью, симпатичными штампами на боковинах, модной нынче не спадающей линией крыши и оригинальным дизайном колесных дисков. Вместе с тем дизайнеры отказались от привычных для полноразмерных минивэнов задних сдвижных дверных конструкций, оснастив автомобиль двумя рядами распашных дверей. В плане габаритов G50 ничем не выделяется. Длина 4825 мм, колесная база занимает 2800 мм, ширина кузова 1825 мм, а высота по молдингам ограничена отметкой в 1778 мм. Дорожный просвет 205 мм. Снаряженные полной массы производителем не были озвучены, а вот объем бака известен. Он вмещает стандартные 50 литров горючего. Точный объем багажника также не заявлялся, однако очевидно, что он очень большой. А вот колесные диски весьма скромные. Их диаметр составляет всего 16 дюймов. Автомобиль на пару с ними оснащается шинами размером 205 на 60 R16, причем во всех доступных комплектациях. Интерьер G50 выполнен в типичном для китайцев ключе, с явной оглядкой на европейские автомобили, однако комбинированная панель приборов очевидно скопирована с Chery Tiggo 2, так что дизайнеры SAIC успевают заимствовать не только за рубежом, но и у своих коллег из Поднебесной. Впрочем, это все мелочи. Главная возможность выбора между двухрядной и трехрядной компоновками. В первом случае минивэн получает 5 посадочных мест с трехместным диваном во втором ряду. Во втором случае возможно аж 4 варианта посадки пассажиров. С учетом водителя может вмещать 6, 7 или 8 человек. В начальной комплектации G50 полагается светодиодная оптика по кругу, электропривод регулировки кресел переднего ряда, сразу 6 подушек безопасности, панель приборов с 7-дюймовым дисплеем бортового компьютера, мультимедийный развлекательный комплекс с 12-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, партроник и USB разъемы для подзарядки гаджетов. В топовой версии в список оснащения войдут панорамная крыша, круиз-контроль, система контроля дорожной разметки, система аварийного автоторможения и комплект камер кругового обзора. Минивэн Maxus G50 выйдет на рынок с двумя бензиновыми силовыми установками. На младших исполнениях будет устанавливаться 1,3 литровый турбомотор с 4 цилиндрами, распределенным впрыском и управляющей электроникой от Bosch. Отдача двигателя заявлена на уровне 163 лошадиных сил, а пик крутящего момента не превышает 230 ньютон-метров. Работает мотор только в паре с 6-ступенчатой механикой местного производства. Для более взыскательной публики разработчики приготовили 1,5-литровый двигатель. В его активе также 4 цилиндра, рядной компоновки, распределенный впрыск и турбонаддув. Впрочем, большой прибавки в тяговых характеристиках дополнительные 0,2 литра рабочего объема не принесли. Максимальная мощность двигателя заявлена на уровне 169 лошадок, а верхний предел крутящего момента ограничен потолком 250 ньютонов. Старший силовой агрегат получает напарники 7-ступенчатого робота преселективного типа. Что касается расхода топлива, то в смешанном режиме езды автомобиль потребляет 7,5 литров на сотню, в зависимости от подкапотного оснащения. Максимальная скорость, которую может развить минивэн, составляет 170 км в час. Разгон до 100 займет 10 секунд. Цены на новый автомобиль стартуют с $13 500. Топовая версия оценивается в $16 000. Согласитесь, неплохо для 8-местного минивэна. Неизвестно, правда, сколько проживет кузов и мотор, который явно будет нагружаться, разгоняя заполненный бус. На этом все.
черканите пару строк о том, что бы вы изменили в минивэне или хотели бы увидеть, и клацайте палец вверх. Спасибо за внимание, всем пока!